Часть 2. Раздел 2. Глава 3. Подтверждение и обоснование доктрины о гневе Божьем по отношению к грешнику. 1. Аргументы в подтверждении доктрины о гневе. Примите во внимание следующее. Пункт 1. Доктрина о гневе Божьем ясно видна из безапелляционной угрозы показания при заключении Первого Завета Бога с человеком. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие 2:7. Таким образом, грех неминуемо влечет за собою наказание, а праведность Божья удостоверяется исполнением всех его предупреждений и угроз. Следовательно, все люди по своему природному положению находятся под этим заветом, нарушение которого всех ставит под проклятие. Пункт 2. Доктрина о гневе подтверждается фактом, что всякое чадо греха, в полном согласии с требованием Божьей справедливости, является одновременно и чадом гнева. То есть, если закон нарушен, должны обязательно последовать соответствующие санкции. Бог, как правитель и судья людей, не может быть несправедливым. Бытие 18:25. И поэтому праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. 2 Фессалоникийцам 1:6. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние. Аввакум 1:13. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Псалом 5:6. Пункт 3. Ужас, испытываемый природным человеком в своей совести, также доказывает доктрину гнева. Все люди имеют совесть, которая свидетельствует им, что они грешники, и поэтому подлежат гневу Божьему. Пусть люди в какой-то момент трезво и искренно побеседуют со своей душой, и они обнаружат, что имеют свидетеля в самом себе, который знает праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Римлянам 1:32. Пункт 4. Доктрину о гневе Божьем подтверждают также сильные угрызения совести человека во время его духовного возрождения, а также проявление духа рабства. Римлянам 8:15 в избранных Богом душах, так как закон является детоводителем ко Христу. Галатам 3:24. Таким образом, природная греховность и духовная нищета людей, подлежащих гневу Божьему, ясно свидетельствуют об этом гневе, исполняя их сердца страхом. Но этот дух рабства, ведущий ко Христу, Галатам 3:24, является ничем иным, как духом от Бога, задача которого состоит в том, чтобы обличить мир о грехе, о правде и о суде. Иоанн 16:8. Его обличение правдиво, потому что Дух истины не может свидетельствовать неправдиво. Между тем, искренние верующие, будучи освобожденными от состояния гнева, не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Римлянам 8:15. И поэтому, если прежний страх ветхой природы иногда появляется и после соединения души со Христом, его источник, собственный дух человека, или, возможно, что-то даже худшее. Пункт 5. И, наконец, страдания Христа очевидным образом подтверждают эту доктрину. Сын Божий страдал, как сын гнева, не потому ли, что сыны человеческие были чадами гнева? Он перенес гнев Божий не за свою вину, но за тех, кто подлежал этому гневу из-за своей собственной греховности. Более того, это говорит нам не только о том, что мы подлежим гневу, но и о том, что этот гнев должен иметь выход, которым является наказание за грех. Когда Христа вели на казнь, Он сказал об этом. Если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Луки 23:31. И действительно, как ужасно будет участь грешника, пребывающего вне Христа, который не соединен с Ним и не является причастником Его Духа. Бог, который не пожалел своего собственного Сына, наверняка не пощадит такого человека. 2. О справедливости Божьего наказания.
Невозрожденный человек, который не имеет большой ценности для славы Божьей, способен восставать в своем сердце против своего судьи, осуждая таким образом его образ действий. Как бы то ни было, божественный судья, будучи безгранично справедливым, выносит приговор, который тоже должен быть таким же справедливым. И поэтому, чтобы остановить свой язык, о гордый грешник, и успокоить свой гневный ропот против справедливого судьи, прими во внимание следующее. Пункт 1. Ты являешься грешником по своей природе. Но в высшей степени является правильным то, что вина человека и гнев Божий так же стары, как и грех. Почему Бог не может оберегать свою честь, а должен ожидать, пока мерзкие черви начнут портить ее? Почему змея не должна жалить вора сразу же, как только он прыгнул через изгородь? Почему Бог не должен исполнять свои предостережения и угрозы грешнику, сразу же как только тот нарушит заповедь? Ядовитая сущность змеи дает человеку достаточное основание для того, чтобы убить ее, как только ему предоставится такая возможность. Ты должен убедиться в том, что твоя природа полностью пропитана враждой против Бога. Пункт 2. Ты являешься грешником и врагом Бога не только по своей природе, но также и потому, что твоя природа проявилась в твоих осознанных греховных действиях, которые в Божьих глазах являются актами вражды. Твои вожделения привели тебя на поле брани против великого и суверенного Господа. И потому, что ты являешься таким великим преступником, твой приговор является справедливым. Таким образом, если помимо твоей греховной природы, ты лично совершил конкретные преступления против неба, которые так велики, что если бы ты сделал их против людей, ты подлежал бы наказанию смертью, почему же в таком случае гнев Божий не может постигнуть тебя? Во-первых, ты виновен в великой измене небесному царю и восстании против него. И мысль, и желание твоего сердца, которые он знает так же хорошо, как и слова твоих уст, заключаются в следующих словах древних безумцев. Нет Бога. Псалом 13:1. Ты отверг его руководство, возгордился и поднял знамена восстания против него, став одним из тех, кто говорит: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Луки 19:14. Ты устремился против него и угасил его дух внутри себя. Ты не признал его законы, провозглашенные его посланниками. Закрыл свои уши, чтобы не слышать их голос, и отослал их, оплакивающих твою гордость, прочь. Ты вступил в заговор с его главным врагом, дьяволом. Хотя ты и являешься приглашенным быть слугой царя славы, ежедневно получая проявление его благосклонности, и живя за счет его щедрости, ты бесспорно заключил договор о дружбе с его самым главным врагом, и действуешь против своего Господа, потому что хочешь исполнять похоти отца своего, дьявола. Иоанн 8:44. Во-вторых, ты – убийца в глазах Божиих. Ты положил камень соблазна и преткновения, Римлянам 9:33, своего беззакония перед слепым миром, и разрушаешь души других людей своей греховной жизнью. И хотя ты теперь не осознаешь этого, придет время, когда ты увидишь кровь своих родственников, соседей, знакомых и других людей на своей голове. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит в мир. Матфея 18:7. Кроме этого, ты – самоубийца в глазах Бога. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Притчи 8:36. И зачем вам умирать? Иезекииль 18:31. Если человеческие законы идут так далеко, что отказывают такому человеку в погребении на кладбище среди других людей, и предусматривают конфискацию его имущества, что удивительного в том, что закон Божий так суров по отношению к самоубийцам? Что же странного в том, что те, кто сейчас удаляет себя от Бога, в
впоследствии будут полностью отделены от него и навеки брошены в вечный огонь. Но еще более преступным является то, что ты виновен в убийстве Сына Божьего, потому что Господь причисляет тебя к тем, которые пронзили его. Откровение 1:7. Ты отверг его точно так же, как это сделали евреи. Своим отречением ты одобрил их действия. Они не признали его Сыном Божьим, а ты признал, но тем не менее пронзил его, как и они. Они поступили так со Христом, когда он был в состоянии уничижения, а ты действуешь против него, когда он пребывает в славе и величии. Это усугубляет твой приговор. Почему же надо удивляться, что голос Агнца изменяется, переходя в рычание льва, когда обращается к изменнику и убийце? 3. Ответы на возражения. Но кто-то скажет: нет ли здесь огромной диспропорции между нашим грехом и гневом, о котором вы говорите? Мой ответ – нет. Бог наказывает грешника не более, чем тот заслуживает. Чтобы оставить свое ошибочное понимание этого вопроса, примите во внимание следующее. Пункт 1. Бог обещает человеку за послушание великую награду. Его слово не более исполнено гневом против греха, чем благодатным вознаграждением за послушание. Если небеса являются обещанной наградой за верность Богу, то это вполне равнозначное противопоставление аду, как наказанию за непослушание. Если бы смерть не уравновешивалась жизнью, а вечное наказание – вечным блаженством, то где было бы соответствие? Более того, грех заслуживает наказания, а наши лучшие дела не заслуживают блаженства для нас, однако и то, и другое поставлено перед нами как выбор. Грех и наказание, святость и счастье. Поэтому есть ли причина для человека быть недовольным? Пункт 2. Каким бы ни было суровым наказание, однако его недостаточно, чтобы достигнуть цели, поставленной законом. «Бойтесь того, — говорит наш Господь, — кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей говорю вам, того бойтесь». Луки 12:5. Эти слова указывают на то, что человеку необходимо иметь страх перед божественной силой и величием Бога. Но в действительности, как мало этого страха у нас. Господь знает, что сердца грешников переполнены желанием удовлетворять свои вожделения, и они так неразумно прилипли к этим мерзким, грубым потокам греха, что небольшое усилие не в состоянии оттащить их от них. Люди, путешествующие через пустыню, где они находятся в опасности от диких животных, должны нести огонь с собой. Им также необходимо иметь крепкий клин для раскалывания узловатых кусков дерева. Так и святой закон должен быть защищен и огражден в этом мире, лежащем возле страшным Божьим гневом. Что же можно сказать о тех людях, которые недовольны тем, что гнев Божий очень велик? Это те, для которых его явно недостаточно, чтобы увести их с греховных путей. Таким был и тот человек, который притворялся, что боится своего господина из-за того, что он человек жестокий, и мину свою хранил, завернув в платок, но все-таки был осужден своими устами. Луки 19:20-22. Человек, поступающий подобным образом, это ты, спорящий с Богом. На твое возражение я сейчас отвечаю. Как можно назвать гнев Божий, который направлен против тебя и который ты заслуживаешь, чрезмерным? Если его все-таки недостаточно, чтобы пробудить тебя и заставить бежать от него. Наступило ли время ослабить наказание закона, если люди попирают его заповеди своими ногами? Пункт 3. Посмотрите также на то, как Бог поступил со своим Сыном. Он Сына Своего не пощадил. Римлянам 8:32. И его гнев объял душу и тело Христа, свел его к персти смертной. Псалом 21:16. То обстоятельство, что Сын Божий страдал не вечно, объясняется достоинством самого страдальца, несущего в себе бесконечность самого Бога,
и поэтому способного перенести всю тяжесть гнева Божьего. И по этой причине его страдания были бесконечны не во времени, по своей ценности и значению. А поскольку страдания конечного существа не могут быть бесконечными по своему значению, они должны продолжаться вечно, то есть быть бесконечными во времени. Какой самонадеянностью должен обладать взбунтовавшийся подданный Небесного Царя, чтобы спорить с Богом, отрицая свою часть вины в страдании, перенесенном Сыном Царя? Пункт 4. Грешник, как может противиться Богу? И о нем сказано: «Вот, ты делаешь зло и преуспеваешь в нем». Иеремия 3:5. А за то, что ты не согрешил еще больше, или не сделал еще более ужасных поступков, как другие, благодари не себя, но того, кто хранил тебя от этого. Цепь, которая удерживала хищного волка внутри тебя, не была твоей. Не надо поэтому удивляться, что Бог применяет силу по отношению к грешнику, который всеми доступными ему силами противится Богу. Невозрожденный человек не делает перерывов на своем греховном пути, и не хотел бы ничем ограничивать себя, если бы только сила Божья не удерживала его для его же блага, а поэтому справедливо то, что такой человек будет находиться под гневом Всевышнего. Пункт 5. Грех – это борьба против беспредельного величия Божьего, и поэтому он является в некотором смысле бесконечным злом. Грех возрастает в своих дурных проявлениях, в соответствии с достоинством той личности, против которой он направлен. Если человек ранит своего соседа, он должен расплатиться за это своим благосостоянием. Но если он ранит царского сына, в возмещение за это он должен отдать свою жизнь. Бесконечность Бога определяет беспредельность его гнева за грехи людей. Бог бесконечно ненавидит грех, и когда он что-то делает, он должен это делать как Бог, и явить свою ненависть к греху в той мере, которая соразмерна величию его личности. Пункт 6. Наконец, те люди, которые навеки останутся под гневом, будут вечно грешниками, и поэтому должны вечно страдать. И не только в соответствии с приговором Божественного суда, но и из-за того, что грех сам по себе есть наказание. Так же, как святое послушание, само по себе является наградой.